среди ясного неба. И вот ровно такая ситуация сейчас разворачивается в Беларуси, где 9 августа должны пройти президентские выборы. Ежедневно на страже нашего мира и спокойствия в Витебске президент встретился с десантниками 103-й бригады. Игры с огнем, прием рукопашного боя. Еще в начале весны это казалось нудной, совершенно предрешенной процедурой. Потому что... Все по нотам. В Витебске началась торжественная церемония открытия международного фестиваля искусств «Славянский базар». Неужели Лукашенко действительно может уйти, и другого президента начнут звать последним диктатором Европы? Наступила, душу мне разворотила, что мне ночи и рассветы. Наступило бабье лето, от любви все половинеет. Осень красок не жалеет, не жалеет осень цвета, бабье лето. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно с вами? Мы заказывали. У меня всегда привычка еще вот так включать, чтобы все вокруг видели, что я вас могу не увидеть. Да? Можно я похозяйничаю? Можно. Знаете, как приходишь в гости к кому-нибудь и посуду помоешь. Не все это любят, правда. Это плохая примета, кстати. А почему? А это тому, у кого моют, больше влияет, а не тому, кто моет. А вы удачу вымываете в доме. Ясно. У того, у кого моете. Да. Ясно. Ну, в общем-то, я за научный подход. Я так рада, что все люди начали. Наши люди вокруг, все вокруг. Что все проснулись и хоть что-то начали делать. Я сделала себе браслетик и Даньку сделала. Теперь уже тебе сделать. Я себе повяжу. Это вы про белые браслетики? Да, про белые браслетики, ведь я уже все нацепила. Она говорит, возьмите больше ленты, повесите еще на машину. Я говорю, нет, на машину я повешу бело-красно-белые. А вы давно таксистом работаете? Не очень. Ну, я у меня есть работа, на которой я работаю. А таксую, купил тачку, смотрю. Дай-ка я ее отобью. Не, она подходит. Да, у меня еще есть машина. Две еще есть машины. Вы богатенький таксист. И мотоцикл. Мне был заказ, я вот вам расскажу даже. Я там родилась в той местности и думаю, даже если, ложный заказ, я все равно, это 5 часов утра было, поеду и, просто именно туда, где я родилась, где мама моя жила, родилась, у тую деревню. И вы знаете, проезжаю, я заехала на той пляц, где наш дом стоял. Вы знаете, там пахня, там действительно нетронутые эти травы. Там пахня, настолько приємно это все ощущать и видеть и такие, знаете, вообще цветочки растут. Вот мне уже больше, чем 50 год, и что я в детстве их собирала, и они все там растут. Уже теперь этих колокольчиков мало где сустранишься. Там настолько есть места, которые правда нетронутые. Смотришь, там рапс, там пшеница, там рожь. Радует даже душу. Думаешь, надо же как народ относится. Понятно, что народ без руководителя, значит, естественно, возможно, такого и не было бы. Даже по телевизору как-то ставить на место всех. Правильно. Так, не боится, я считаю, что ему скажет. Мне кажется, конечно, руководитель в любом случае должен быть такой строгий немножко. Сегодня я не вижу молодежь, школа на площадке, как мы когда-то, футбол, волейбол, баскетбол, чтобы они там домой не загонишь. Вы же видите, где? Интернет. Туда извне закидывай, что хочешь.
И Да. все верят. Что... Да, мне кажется, надо Что возобновить есть у нас сегодня? посадку картошки, и всю молодежь заперти по осени на картошку. Копьяны вот О, прочувствовали... сейчас, может, и не ездят. Ну, ездят сейчас. Уже возобновляются эти лагеря, да, возобновляются эти трудовые коллективы. Ну вот, видите. И вы знаете, им надо интерес, до чего-то приложить. Копьяны стремились. Копьяны пошли, заработали и знали, ага, я в колхозе поработал вот на копейку. О, опять вашу калитку проехал. Ну ничего, тут меня. Ну вот, спасибо еще раз. Привезли обратно меня. Все, до Вам свидания. большое спасибо. Да. Удачи. До свидания. Удачи. Ну, а я за Александра Григорьевича. Но в целом пока подписи сдали 7 человек. Если представить, что выборы свободны, то реальные шансы были бы у троих. Это банкир Виктор Бабарико, экс-директор парка высоких технологий, это такое белорусское Сколково, Валерий Цепкало и Светлана Тихановская. Это вообще интересный случай. Она технический кандидат. Она жена, которая баллотируется вместо реального претендента Сергея Тихановского, не допущенного даже до этапа сбора подписей. Вот сейчас вы же согласны, что ситуация вообще везде очень-очень нестабильная. Ну, то есть везде. Ну, везде вы имеете в виду в Беларуси или везде в мире? Боже, Беларусь – это островок стабильности. Вообще, ну вы что? Беларусь – это вообще островок стабильности практически во всем мире. Ну, посмотрите Европу. Посмотрите Францию. Там люди выходят десятками тысяч на улицу не просто так, не потому что там очень хорошо. Но мы же уже имеем такой пример с Советским Союзом, когда мы все развалили, а после этого мы до сих пор еще не можем выкарабкаться из разрухи, из какого-то хаоса. Понимаете, это я считаю, все... что в этом виноват Лукашенко. Но у нас не работают никакие социальные институты. Лукашенко ни в чем не виноват. Лукашенко дитя своего времени. Он пришел уже на разваленное хозяйство, понимаете? Но у нас был парламент, когда он пришел. А он потом подмял под себя и судебную систему, и он, получается, не знает, кого посадить, согласна. он тыкает, да, там я и с лучший вами согласна. врач. Это кризис системы. Как любая система, которая в кризисе, она либо рухнет сама по себе, либо ее надо реформировать. Так вот, я за реформу. Но за реформы и я. Но так как у нас уже выстроилась модель государства, она уже существует. По факту, на ручном управлении, затянутом на одного человека. И вот если мы сейчас этого человека уберем, то это самое глупое, что можно сделать, и поставим на его место вот этих вот товарищей, которых он допустил к выборам. Понимаете? Так он допустил к выборам изначально ущербных. Изначально уже ущербных людей, в моем понятии. Пардон. Не могу голосовать за того, кого Лукашенко допустил к выборам. Ну вот, не считает тех, кто сидит? А Бабарико для меня он вор. А почему? Потому что на него есть реальное уголовное дело. Ничего не доказано пока. Ну, будет суд. Суд присудит. Но у нас же суд такой суд не везде очень такой. честный. Суд везде такой, Павел. Не считаю. Суд везде такой. Я считаю, что суд везде такой. Понимаете?
Знаете, многие люди, я уже понимаю, что им так дороги свои убеждения, ну, с которыми им комфортно жить, приятно и комфортно жить, и они совершенно не хотят их никак пошатнуть и изменить. И поэтому они держатся за свои убеждения, и они не будут там анализировать, подвергать их ревизии. У меня мама такая. Вот представьте себе. Белорусы – это нация, написанная пастельными красками. Я это вот абсолютно чувствую и понимаю, что действительно это такие прекрасные, сердечные, радушные люди, культурные, образованные. И нам нужен правитель современный, умный, да. Слово-то такое, ну, направленный на жизнеутверждающее все, который бы себя окружил специалистами, не комплексовал бы перед силой, перед умом, а наоборот окружил бы себя специалистами во всех сферах, и чтобы мы могли развиваться. И как раз вот с таким руководством я просто представляю прекрасно, реально, как расцвела бы наша страна. И расцветет. Так и будет, конечно. Ну а вы сами выборами интересуетесь тоже, наверное? Ну да, я уже прожила много лет, и я бы уже хотела какой-то стабильности, спокойствия. И как бы меня устраивает на сегодняшний лад все, что мы имеем. Что мы маем. Хорошо работается, много зарабатываете. Я знаю ваших таксистов, многих даже арестовывают. Нет, вы знаете... Типа за деньги арестовывают? Или... Нет, не за деньги. За мнение, вот. Как только кто-то начинает какое-то недовольство высказывать, вот как в Гродно было. Тот блогер, который ходил, этот Сергей Тихановский, вы слышали эту историю? Ну, слышала. Вот, она к нему цеплялась, и видео все эти посмотрев. Это просто шок, в шоке все. Я успела за прошедшую неделю побывать в участке милицейском и побывать в Следственном комитете. На допросе. А в участке это, по работе или в смысле там? Нет, меня туда затащили 3 крепких мужчин. И не на кофе. Нет, они вовсе не на кофе меня приглашали. Я работаю на всех вот этих вот акциях. Может, вы видели, люди выстраиваются в очереди, там ходят по проспекту. Я один из этих ребят. Серьезно? Естественно. А где были? Везде. И ни разу не задерживали? Ну, еще пока я в этом плане девственник, конечно. Но я считаю, что каждый законопослушный белорус хоть раз должен прокатиться на автозаке. Я согласен. Ты сколько раз, Игорь, катался? Ой, за свою жизнь? Да, за свою жизнь. Ну, раз 6, наверное. Раз 6. А вы работаете? Тачка моя бывшая. 100%. Вон та. Вот такой цвет, плохо видно. Ну, короче, моя малышка, моя бывшая. Привет, моя бывшая. Здравствуйте. Фильм И что вы тут? И что у вас тут? Пикет у вас тут. Вам работы нема? Вам дать работу? Да, работу у нас. Работы нет, да? Так это самое. Мы все разом станем. По ягоды ехали бы. По ягоды ехали бы. Нет. А кого хочешь? Президентом? Да. Обалдеть. И что она вам даст, Тихановская? Она даже выглядит не так, как леди. Что она вам даст? А нам не надо сейчас леди. У нас уже есть одна леди, которая сидит там, в деревне. Он ее боится показать, понимаете? Он боится ее показать, но она... Думаете, у нас умных людей нету? Есть, но если бы был какой-то финансист, или еще можно было бы подумать, а так?
Финансиста посадили, хорошего дядьку. Просто он не хочет раздувать смуту. Послушайте, я вам хочу сказать, конечно, смуту. Потому что 13 миллиардов бюджет семьи Лукашенко, а 11 миллиардов бюджет Беларуси. И этого одного достаточно. Я вам тогда хотела сказать, забыла. Ну хорошо, будет другой президент. Интересно, сколько у него будет миллиардов? Ну давайте мы будем повышать их статус. Нет, давайте при одном будем жить всю жизнь. Дайте хоть умереть при другом, а? Было. Да, бля, очень интересная ситуация. Короче, мы идем в магазин, берем волк, приходим, короче говоря, на Иньяс, а там уже вообще полный трындец. Там по полной программе, короче говоря, идет хапун, вот, все дела. А друг психует, как бы, он говорит: так, слышь, Илья, давай посмотрим на всю эту херню. Давай посмотрим. Я такой думаю: ладно, хорошо, я посмотрю. И мы начинаем смотреть. Рядом какие-то ребята начинают хохотать. И тут друг тоже такой, знаешь, прикол. Подходит, короче, прикинь, подходит, короче говоря, баба. Ну сколько ей, лет 50, Жаншинка, ну там, не знаю, там, 50-летнего возраста. Ой, хлопцы, а как можно пройти? Друг говорит: в свободном государстве ты можешь пройти куда хочешь. Я стою в центре Минска. В центре Минска стою. Я что, должен куда-то убегать? Какого хера я должен куда-то убегать? Мой друг мне говорит: какого хера я должен куда-то убегать? Что за хрень? Что за говно? Ну вот. За 5 лет рейтинг действующего главы государства, он очень сильно снизился. Очень сильно снизился. Вот. И появились такие люди, как Тихановский, которые что они делают? Они берут камеру, они берут, едут в какой-нибудь колхоз «Красный луч», понимаешь, и разговаривают с простыми мужиками. Вот. И начинается абсолютно другая политическая как бы конъюнктура. И поэтому что 9-го? Понятное дело, 9-го будет панк-рок, будет панк-77, будет все дела, будет хапун там, вот. Я начинаю думать, я что, консерватор? Я начинаю думать: нет, я анархоиндивидуалист. Потом я думаю: нет, я просто нормальный мужик. Ну вот, я просто не верю никому. У меня 2 варианта: либо против всех, либо демонстративно рву в бюллетени, устраиваю скандал на предвыборном участке. 2 варианта, как бы, да. У меня, да, 2 варианта. Не, ну против всех это тоже голос. А если, типа, ты не проголосовал, то какая-нибудь там тетя с пальмой на голове поставит птичку в твоем бюллетене там, где захочет. Мне современный политический процесс отвратителен и омерзителен. Говорить про нашу родную страну я не хочу уже дальше. Я, по-моему, все по этому поводу сказал. Вы поглядите, у нас вот теперь разгар жатвы, люди спокойные, люди работают на полях. Да, теперь они работают по 15 часов, по 18 водители, комбайнеры, как хлеб убрать, тяжко им. Ну, коли им думать вот про тую переворот, и они получат свои гроши, они теперь знают, за что робят, зарплаты вовремя. Допускаю, что Лукашенко искренне хотел бы быть, благо для своего народа, но, знаете, по-простому я говорил так, что он думает, что можно, его логика. Я возьму кол такой здоровый, хороший, и этим колом я вас загоню в рай. Так вот, колом в рай загнать невозможно. И все, что у нас делается, движущей силой должно быть, я имею в виду, в экономике вообще, творчество, какое-то желание реализовать себя, а не то, что значит страх, получить
страх кнута, что ли, скажем так. Ощущение страха, оно подсознательное, я думаю, парализует очень много инициатив к светлому, к чему-то светлому в нашей стране. Да? Оно такое состояние, оно такое неуловимое, постоянное состояние. Все привыкли. Ну вот это плохо, что привыкли. В троллейбусе было же такое, что в троллейбусе сказать слово Лукашенко громко, это тихо. Ты чё? Да. По телефону сказать слово, а вдруг там роботы, это что-то они сканируют слово и сейчас. Да. Да, страх, именно страх, потому что... Как Сережа Тихановский сказал, каждый должен начать с себя. Начни с себя, и мы построим страну для жизни. Тихановский молодец, конечно, парень. Вот. Когда я ходила записываться, подписи собирали, я простояла, знаете сколько? 3,5 часа. Чтобы И мне даже идут, так, я все-таки уже в таком возрасте, они, идите там без... Я говорю, нет, я хочу с молодыми простоять. Машины сигналят. Это такая гордость была, понимаете, это такое вот наполнение, это эмоции такие, что... Думаю, Господи, уже помирает, да хоть, может быть, что что-то поменяется в этом, потому что я не голосовала за Лукашенко никогда. Я плакала, когда его избрали, поверьте, я плакала всю ночь. Вот. И сама вот Светлана, Светлана, вот мы сегодня, она же, кто она, любовь движет, любовь именно. Как-то я была на одном мероприятии, мы с ней глазами встретились, вот. И я поняла, она молодая, но она духом сильная женщина. Но женщины, они вообще... И вот, видишь, как они троем объединились, и даже сегодня, молодцы. Меня слышно? Здравствуй, Барановичи! Я, Светлана Тихановская, кандидат в президенты Республики Беларусь. Мне кажется, что я, если честно, не заслужила вообще этого места, но... Заслужила! Здравствуйте. Здрасте. Куда едем? Брестская, 225. Хорошо. Маршрут перестроен. И вы с флагами, и что эти флаги обозначают, ребенки? Что там, на митинге, наверное, были, да? Да, конечно. Что там интересного было? Что вам обещали? Изменить страну обещали. Обещали наконец-то, в конце концов. Изменить обещали страну. Надежду на перемены. Чтобы мы за наши мало прожитые года хоть что-то увидели новое, а не 26 одно и то же. Сколько я живу, столько один президент. Такое невозможно ни в любой цивилизованной стране. Как нас обзывает Лукашенко? Копыты, что это? Какой уважающий себя правитель страны будет так называть свой народ, который ему платит деньги за то, что он живет вообще? Боже, просто из колхоза человек вышел, из колхоза, и... Стойте, человек. Из колхоза вышел просто и кого-то что-то чему-то учит. Вот все эти Тихановские, все, которые предприниматели, да, он выживет в любой ситуации. Он свалит за границу, у них счета за границей. Нас уже настолько выдрослили, что мы везде выживем. А мы просто простой народ, который работает. Мы не хотим выживать, мы хотим жить просто. Просто жить, не выживать. Мы же пострадаем первые, и мы так лучше мы пострадаем, мы пострадаем, но наши дети не будут страдать. Вот и все. Я лично так хочу, не знаю, как вы хотите. Лично мы сейчас не страдаем, потому что лично у меня, я патриот, я люблю Беларусь, я бы остался здесь жить вообще с радостью. Да, я тоже люблю Беларусь. Не надо забывать. Я не готов здесь жить, потому что из-за того, что в этой стране есть, конечно, стабильность, да. Спасибо, что нет войны, как говорят бабушки, да. Но здесь нет стабильности. Я не уверен, что завтра опять не будет инфляции, лишняя опять деноминация, и деньги опять пропадут, уже меньше будет денег. То есть все сбережения хранить надо в долларах, но чтобы делать сбережения, тебе нужно получать больше денег, потому что у меня родители от зарплаты до зарплаты.
У меня мама зарабатывает 500 рублей. По 500. 500, но не долларов. Да. Вот так вот. Ну... И это страшно. Ну, а что ты считаешь комфортным выживанием? Ну, смотрите, когда мои родители ограничивают полностью во всем, когда мама берет материальную помощь на работе, отпускные, чтобы собрать меня и брата в школу, это было, ну, такое себе. Да. Хотя она могла бы просто спокойно с зарплатой собрать на школу, получить отпускные, поехать на море отдохнуть. Но она так не делает, потому что не может. Ну, вы же не думаете, что у нас тоже экономика стоит желать лучшего, потому что у нас нет ни нефти, ни газа. У нас столько IT всяких способностей, у нас столько программистов, просто столько можно денег рубить, если ты с головой. А у нас человек живет в СССР, в колхозе, и он только с колхоза, с полей собирает деньги. Мне надо, вот, что ты мне предлагаешь? Мне конкретно, так понимаешь? Это вы можете сейчас жить молодые, а мне конкретно. Надо ситуация, которая... Да я была там, ничего там, ура, Беларусь. Посмотрим. Осталось меньше 3 недель. Числа 9 или 10 тут все будет во внутренних войсках. 100%. Все перекрыто будет. Будут перекрыты въезды в города, выезды. Сколько он сказал? 800 человек в Беларуси. Ни милиция, ни прокуратура не имеет права задерживать без разрешения Лукашенко. Это он сам сказал когда-то по телевизору. То есть у него есть 800 человек, на которых держится вся его власть. Корешки. 800 человек, не корешки, это ну даже не корешки, я бы сказал, его вассалы. Феодальный король То есть, когда феодальный король раздавал разрешение своим аристократам. И... Вот и когда они его прокинут, тогда все и кончится. А чтобы они его прокинули, они должны увидеть, что люди реально все уже готовы на самое разное. Но главное, чтобы люди, только присоединившиеся к этим процессам, чтобы они, не разочаровались, чтобы вышли с этими синяками своими, залезали раны, как-то сгруппировались. Потому что иначе все может быть как в болото. Хуже. Ну да. Но думаете, что, не получится перемен, да? В этом году? В этом году Лукашенко останется при власти. Счастье перемен в том, что они неожиданные, и в том, что они обязательные. То есть рано или поздно перемены наступят в любом случае, и наступят они неожиданно. И зная две эти абсолютно аксиоматические штуки, проще жить. Перемены обязательно будут, и они будут неожиданные. Наши же претензии к Лукашенко не только в том, что он по-белорусски не разговаривает, правда? Наши претензии к нему в том, что он убивает, разрушает гуманитарный компонент общества своим фактом присутствия в этом обществе, самой системы, которую он строит. То есть это античеловеческий в некотором смысле этого слова акт, растянутый на 26 лет, и, соответственно, протест против него общечеловеческий. Обалдеть. Мертвая петля. Все, вверх ногами летит. Ай, красавец. Ну, вот тоже там, конечно, там моя мама, допустим, говорит, там, я не знаю другого, так, я говорю, мама, в том-то и дело, ты не знаешь другой жизни. Так просто хотелось бы уже по-другому. Я знаю вот из окружения друзья, подруги, им 22, 23, 24, 25, так они всю жизнь только так и жили. А картинку они уже видели другую, в отличие от нас. Они уже росли в эпоху интернета, и они видят
Вот у них, вот, наверное, как ярко ни у кого, ожидание и реальность. Ну, да, старики, вот они же не пользуются интернетом, то есть они смотрят телек, а там что-то льют в уши, вообще чепуху какую-то. Ну, в телеке хорошо же. Ну, замечательно. Чтобы так все было, как они там поют, прям, ну, вообще. Да, может, и не хотелось, боже. Слишком хорошо тоже нехорошо. Не жил хорошо и начинать не надо. Типа того. Все изменить! Я могу все изменить! Я могу все изменить! Я могу все изменить! Минск, вы невероятный. Спасибо вам большое, что вы пришли сегодня, поддержали меня. Вы не представляете, как это для меня важно. Друзья, помните, только вместе мы сможем построить страну для жизни! Давай разрушим эту тюрьму, здесь этих стен стоять не должно. Так пусть они рухнут, обещавшие равно. И если ты надавишь плечом, и если мы надавим вдвоем, то стены рухнут, и свободно мы согнем. О, да, привет! Хорош! О, мотоциклист! Поехали! Так. Ну как-то так, я думаю, должно гудеть. Ждете выборов? Не то чтобы жду, но идут и идут. Пройдут и пройдут. Главное, чтобы спокойно прошли. Ну да. А на пикеты какими сходите? Моего кандидата не нужно поддерживать. Он уже сам себя поддержал? Ну, насколько мог. Ну, то есть перемены вы не ожидаете? Перемены всегда происходят. Просто кто-то хочет глобальных перемен, кто-то хочет перемен постепенных. Ну, в любой истории, любые глобальные перемены, какие ни возьмите, любую революцию, любую смену, вообще просто смену, даже не революцию, просто смену строя. Это всегда проходило кроваво. Причем жестко кроваво. Ну, я как вижу, что наш президент объявил войну собственному народу. Неправда. А где он объявил? Что, кого он здесь кого-то убивает или что? Или кого-то насилует? Или кого-то сажают просто так? Ну да. Ну кого? Ну сажают просто кого? так. Кого? В смысле? Ну ехал кто-то там на велосипеде, его сажают в автозак, дают нет, простите, провокаторов сажать нужно. Есть понятие провокация. Понятно, другое дело, что провокацию тяжело очень доказать.
там был не один человек. Там было сотни человек на велосипедах в одном месте, где их никогда не было. Ну хорошо, это противозаконно? Это не противозаконно, но это является провокацией. Государство должно проявить волю и на корню зарубить провокацию. Это правильно. Это сильное государство. А в чем провокация? Ну, типа, что едет 100 человек на велосипедах? Эти люди участвовали в несанкционированном... По сути, это были участники несанкционированного митинга. Давайте не будем разводить к демагогии. Нет, здесь понятно, почему они там были. Мы все понимаем, почему они там были. Ну, да, но они не совершали ничего противозаконного. Не совершали, но провокацию пресекли заранее. Ну, я сравню это, наверное, с дразнением ребенком собаки. То есть ребенок может дразнить собаку, собака теоретически не должна, тренированная собака не должна на него бросаться, но она может не выдержать и броситься. И получается, как бы ребенок прав, он не понимает, что он делает. Он считает, что он может так сделать. А собака, ее натренировали, делать этого нельзя. Она понимает, законом нельзя этого делать. Но у нее все равно где-то стоит какой-то тумблер, и он переключается, накапливается какой-то гормон, он включается, и она начинает давить всех направо и налево. Это вы сейчас про власть? Образное выражение. Это образное выражение. Короче, у меня после этого дня дети пришли домой, я офигел просто. Они дома сидят, играют в Барби, не в Барби, в Лего. Они из Лего делают автозак. Собрали всех игрушек, а у нас их много, этих игрушек. Они взяли этих человечков, поставили, как будто бы они стоят, и кто-то их забирает вот этот автозак. И следующий кульминационный момент. И потом Майя придумала, приходит Барби-великан. Великаны с другой стороны, и они их спасают, и ОМОН бросает в реку. В тюрьму и в реку. Да, в тюрьму. Но это уже... Да, это, конечно, шикарно, но это на самом деле, так печально, что дети начинают просто думать... Ну, конечно, если бы не говорили дома об этом, да, и не рассказывали им, я не могу не рассказывать и не смотреть, меня это поглотило. Наверное, даже не смотреть, а не рассказывать. Кто-то не говорит детям и не рассказывает, что сейчас творится. Я придумала еще кое-что смешное про ОМОНов. Ну, давай. Я говорила, что ОМОНов накрасили и надели в пачки. И они танцевали как балерины. Прикольная концепция. Это такое будет. Но мне кажется, это в Беларуси будущего такое может быть. Не, я с ума сойду, я лучше аборт сделаю. Дура. Не, ну может в лоб дам сначала, а ребенка приму. Не дашь ты мне в лоб. Да. Потому что я сделаю аборт быстрее, чем, блядь, я... Что ты сделаешь? Аборт. Ну нельзя, мне кажется... А вот тут ты точно в лоб получишь. А ты не будешь знать уже об этом. А ты тоже молчи, ты тоже об этом знать не будешь. Ну, а как в 27 лет? Ну, посмотрим, да. Но пойдете голосовать? Я? Конечно. Я для этого поеду в Могилев, туда, где я прописана. Обязательно пойду на участок, именно в день голосования. При этом я пойду вечером и обязательно останусь, собственно говоря, возле своей школы до оглашения результатов. Буду ждать, пока председатель избирательной комиссии не повесит один из, бланков с результатами на окно школы. А будут вешать? Ну и что-то вроде бы уже была инфа, что на следующий день они только объявят. Объявят, то не объявят, но обязаны повесить на всеобщее обозрение на конкретном участке сразу после подсчета голосов, а не на следующий день. Угу. Это, понятное дело, потом все эти бюллетени уезжают там дальше, вверх для подсчета, но на каждом конкретном участке должны вывесить результат сразу же после подсчета. То есть за кого сколько проголосовало? На этом участке. О, класс. Я вот не знал такого, да? Может быть, тоже. Но я тоже пойду. А вы преподаватель, получается? Ну так. Ну да. Это я вам скажу распространенная штука у нас у всех. У нас родители такой пример. Вася курит. Вот значит зараза. Поймать Васю, заставить сожрать пачку сигарет. А сам же курит. То есть это просто-напросто отражение нашего общества.
У нас большое количество родителей требует от детей то, чего сами не выполняют, понимаете? Разумеете, что тому мы, конечно, можем. Поэтому мы, конечно, можем тут говорить, вот президент у нас такой говняный. А на себя посмотрите, сами такие же. И это большая беда. Потому что люди, почему они столько лет воспринимали президента как отца? Потому что у нас большое количество пап в семьях именно такие. С диктаторскими замашками. С вот такой двойной системой стандартов. С этими сексистскими замашками. Закидонами. Ну, не знаю, я вот его батькой не называл. Ну, я так сама. Ну, так я вы тоже. И молодейший, разумеете. Ну, так вы и моложе, понимаете? Так, и что это мы тут сейчас встрянем, видимо? Ну, коли когда раптом, вдруг, ну, помечтаем. Позволим себе какую-то такую неадекватную мечту, что все 9-го меняется. И я боюсь, что многие национальные институты, национальные белорусские, которые занимаются белорусистикой, придут эти дядьки, бу-бу-бу-бу-бу, и начнут бубнить. А люди другие уже, выросла молодежь, и эта молодежь уже решает. Я вот прихожу в поликлинику, все доктора моложе меня. Я уже должна понимать, что мое время уже вот-вот уйдет, и я уже должна доверять молодым. А у нас же в Беларуси вообще такие социальные лифты, очень медленные. Тебе пока не 60, тебя еще никто не пускает до решения. Понимаете? Еще каждый сверху скажет тебе: ты щенок. И это большая проблема. А нужно давать дорогу молодым. И вот эти команды сейчас, объединенный штаб, это же все молодежь. И слава богу, что там ни одного бубнилки не сидит. Ну, если и сидят, то его не показывают. И правильно. Дома на кухне бубнит там. И правильно. Может, он и добрый. Может, он и хороший бубнит. Ну, может быть. Может быть. Поэтому я не знаю, что будет. Чего я точно не хочу? Я не хочу, чтобы погиб ни один человечек. Ну, это да. Все остальное можно как-то пережить. Но если кто-то погибнет, я, честно говоря, не хочу такой ценой ничего. Казаки перегородили всю дорогу нахер, это из-за них пробка. Маршрут перестроен. Когда важен каждый голос, выбор сегодня делают учителя, врачи, строители. Один из самых молодых участков страны, где средний возраст избирателей чуть более 20 лет, расположен в 103-й Витебской воздушно-десантной бригаде. Он еще и самый мужской, ведь среди голосующих ни одной девушки. Свой выбор делают в воинской части исключительно солдаты, а вот контрактники, прапорщики и офицеры могут отдать свой голос только по месту прописки. Сегодня я сделал свой выбор за мирную страну, в которой комфортно жить и почетно служить. На избирательном участке отмечают высокую явку во время досрочного голосования. Во-первых, летом многие военные стараются больше жить в полевых условиях и оттачивать свое мастерство на полигоне. Во-вторых, воскресенье – отличный повод встретиться. Давай на 3 рубля. Ой, на рубль. На рубль. Так, это 50 копеек. Ну вот давай одну. Или 30, давай 3 этих. Все, да. Девочки, это вам к чаю.
Спасибо. Ой, спасибо. Анна Михайловна, берите. Здесь не нас не щелкайте. Только вот когда будет трудно бросать. Подождите, где-то я вам птичку поставила. Малиновская, она... Вот. Да. Пожалуйста, здесь. Не бойтесь, да, все нормально. Доброе, мы все понимаем, пожалуйста. Мы за вас там есть. Ручка есть. Подождите, пускай снимет. Спасибо, девочки, с праздником вас. Блин, вот дерьмо. Так, паспорт, блядь. Наверное, может быть в рюкзаке он, что ли? Рюкзак. В рюкзаке, я думаю, потому что ты ж ходишь. Блин, ну иди за сишками, я тогда сейчас поднимусь. Окей, давай так. А можно мне тоже такую? Да, Полина всем сделала. Ой, хорошая какая. Можешь такую выбрать, может двойную. Как НЗ для бедняков. Любую какую. Это. А ты видел там сколько количество автобусов казаков в Минск подтягивают? Там пипец, такая еще да, автобусов, наверное, по 30, короче. Там чуваки в масках со всех регионов. Видишь, что? Так, ну что, пойдем зайдем? Да? А где вот наблюдатели? Вот, наверное, наблюдатель стоит, да? Куча народу браслеты не надевает вон там за калиткой запуганные. Я вижу сам, как они... В смысле, типа выходят со школы, да, одевают? выходят и только потом уже за калиткой надевают, так что... Бля, вот у меня два. Ребята, нас дофигища, реально. Широчень. Позорище, конечно. Вот видите, женщина сидит. Пойду. Здравствуйте. Так. Птичка. До свидания. Такс. Угу. Не знаю. Пока подождем. Ну, вроде говорят, до 10 должны вывесить, я не знаю. Ну, пока тусуемся тут, сейчас ждем, что будет. Так, а что там? Не вывесили пока что еще, да? 21-26. Люди, не расходитесь! Не расходимся! люди! Люди только массово! Они сматываются с другой стороны. Такое волнительное напряжение. Покажите, ничего более. Дайте проект. Нет, ребята, дайте проект. Мы ждали, дайте проект. Я никуда не уйду. Дайте проект. Я никуда не уйду. Выкинули? Нихуя себе, смотрите, выкинули чувака из автозака. Чувак, ты цел? Ебать. Чё за, бля... Чё за хрень, блядь, вообще? Акт беззакония. Куда мы поедем? Нам вперед надо! О, все поехали. Ну, мужик, где мне спать?
Вот у нас, знаете, что люди вот садятся мне в машину. Вчера некоторые даже говорили, что за Тихановскую голосовали, и в душе очень плохо. Что в связи с такими событиями поменяли свое мнение и очень жалеют о содеянном. Большинство у нас за перемены, поэтому глаз народа не задушить. Вот, так мы понимаем, но факт в том, что кто предлагает что? Вот просто перемены, надо же какие-то программы. Не просто перемены, просто следовать законам.